Да уж, что я только не испытал за эти 6 месяцев игры. Казалось бы, что после такого марафона к игре притрагиваться больше никогда не захочется. Но верьте вы или нет, желание играть у меня не пропадало от слова совсем. Даже после квеста ББМа. Хоть сама концовка видео вполне логична, но такая резкая остановка сразу после Бисмоса выглядит не очень органично. Да и о самой игре я поговорил очень мало. Не хватает некого эпилога, коим это видео и является. Ладно, пожужжали чутка, теперь можно и пыльцы пособирать. Спасибо, что кликнули на это видео, и приятного просмотра. После окончания предыдущего Бисмоса у меня осталась пара целей, которых я не успел достичь. Говоря конкретнее, я хотел улучшить свои статы путем получения более крутых амулетов, бигвипов, закрытия секирстака, да и в целом я был замотивирован стать топ-1. Если смотреть на статы моих амиков в данный момент, мягко говоря, хочется плакать. С таким играть не смертельно, но если можно лучше, то почему бы не сделать? Первым делом при заходе... Подождите. Бисварм вне Бисмоса. Ощущается, как летние каникулы. Я ебанулся за прошедшие 4 месяца игры. Из амулетов я решил начать с самых легких, с тех, на которые мне нужно только агрессивное нажатие на клавишу Е. Первым будет лунный амулет. Не знаю, что я там лучше выбить хотел, но по итогу мне выпадает почти такой же амулет, только с тикет шансом и меньшим опытом с печенья. По факту левый амулет лучше, но в ближайшее время пчел я вообще прокачивать не собираюсь. На фарм это никак не повлияет. Теперь надо бы прокачать и звездный амулет. Мой нынешний хоть и 5 из 5 поп-шавера, но вот статы у него слабенькие. Какие 3 крит шанса и 49 синей пыльцы? Мне такое не надо. Маловероятно, конечно, что за 800 триллионов мне хоть что-то годное выпадет. Все равно, пока мед девать некуда, можно и потратить. Спустя 3/4 меда... Совсем другое дело. Остатки меда я вкинул на печенье. Видимо, кушать захотелось, ибо для пчелы мне нужно тратить по полквадриллиона меда, что явно отличается от потраченных мной 200 триллионов. Тяжело быть глупым. Муравьиный амулет улучшать смысла нет, но удачи я попытать все же решил. 24 часа в муравейнике. Безуспешно. Взяв перерыв с амулетов, я пошел трейдиться в хайв-хабе. За весь Бисмос я очень редко затрагивал тему бигвипов, потому что их хвастаться особо было нечем, и рассказывать по КД, как я хардами портил 4 подшапки, никому не интересно. Короче, надо исправлять. Своего снежного каба я растрейдил на синие квипы. Медведь вроде стоил около 44 сигн, а квипы, которые мне затрейдил чел, были, намного дороже. Берет на 3 БФК 30 сигн и шишка 21,5, что уже больше самого снежного каба. Так там еще и другие квипы были сверху. Дальше в голову мне начали поступать какие-то невероятные идеи. Например, настакать пассивку сайт-поппера в хайв-хабе и занимать с помощью нее топы. Настраивал я это долго, а по итогу меня кикнуло из-за интернета. С топами тоже ничего не задалось, я вроде ни один штамп не смог залутать. Думал, что вне Бисмоса конкуренция будет низкой, но от того, что я нищий это меня не спасло. Так, последующие 2 недели, которые я еще играл, у меня и проходили. За исключением трейдов и попыток попасть в топы, я еще и грибы пытался фармить. Со своими друзьями. 15-м разнопланом и 2 Йорли Редхайвами. С такими только грибы и ломать. Следующей моей целью стал Суприм амулет из РБЧ, который, уже пора проходить. Во время Бисмоса я только под его конец дошел до уровня, на котором можно хоть что-то делать, и полагаться не только на госпожу удачу. Ули я никак особо не менял, бывало только что пчел на урон ставил. Из апгрейдов я преимущественно отталкивался от вот этих двух, которые упрощают прохождение РБЧ в раза 3. После искал вот эти, а дальше все отталкивалось от моего положения. Было мало урона, я брал урон, capacity и так далее. Суприм амулет улитки мне бы тоже не помешало. Я его тоже фармил параллельно со всеми делами и надеялся, много надеялся. Как минимум, все начиналось с того, что мой нынешний золотой превратился в алмазный. Активно в трейд-хабе еще велась охота на YouTube и Discord стикеры. К тому же банане я пока не мог зайти на сервер, потому что там никто не ливал, и он их кикать особо не торопился. А в хабе я нашел такого чувака. И приписка YouTube, и красный стикер, и эндгейм игрок. Я пытался достучаться до него своими инопланетянскими сообщениями, но что-то диалог у нас не связался, и он мне так и не ответил про YouTube стикер, отвечая мне словами брех и лол. Да и я, уже опозорившись от своих сообщений, решил не тратить наше время. А про DS стикер молчу. Я на сервере забанен, и он сам переживал не лучшие времена. Эти 2 стикера были не обязательной целью, но попытать удачу все же стоило. От нефиг делать, я докачал свои 4 твинка из прошлой части до магазина Даппера Медведя. На каждом из этих твинков с прошлого Бисмоса было по 3 свирлида и каустика. В сумме 24 воска, чтобы погемблить, которые я благополучно всрал и ничего не получил. Возвращаясь к амулетам,
Палочник. Вроде амик у меня хороший, но конвертрейт меня прям смущает. Для прикола можно попробовать выбить типа лучше. Ког-амулет. В РБЧ попыток было много, а пыток еще больше. Первая приближенная попытка была к 20-му раунду, на котором мне выпал квест на белую пыльцу. К сожалению, провал. Следующая попытка была до 25-го раунда, спасибо большое квестам, уроды. Проигрыш на 18-м раунде, на 21-м, хотя за такие награды я готов закрыть рот, на 20-м. А потом, наверное, самый тупой проигрыш на 25-м раунде. Вот вам результат того, что мне не хватает урона. Было больно, было плохо, но через 10 минут стало пофиг. Еще один невероятнейший проигрыш на 18-м раунде, на 22-м раунде, ну а затем... Я прекрасно вижу статы этого амулета, я прекрасно понимаю, что оно того не стоит, но этот амулет несет в себе более символичное значение. Я рад. Пока вот вам еще немного баловства с бигвипами на твинках. А теперь снова возвращаемся к РБЧ. На удивление, спустя один неудачный забег, этот я смогу тоже пройти до 25-го раунда и в итоге выиграть. Ладно, с фармом РБЧ покончено. Ну, я там немножко эмоционально реагировал и не придумал, что в сценарии написать. Дальше на очереди у меня амулет палочника, который мне все никак не может выпасть. Сначала мне выпал вот этот амулет, на котором, о мой бог, на 2% меньше монстр респаун тайма, а теперь мой волк будет спавниться на 72 секунды раньше, что увеличит мой фарм на 0,48979. Теперь-то они познают всю мою мощь. Вот теперь они не будут смеяться надо мной. Сразу в следующей попытке мне выпадает более точная версия амулета. В ней, к великому сожалению, на 1% больше респаун тайма, но при этом больше вместимости. 2 блюби атаки и максимальное количество синей пыльцы. Такое упускать нельзя. Получается, осталось выформить только 2 амулета, короля жуков и улитки. До этих амулетов зависит только от моего терпения. С жука нужно много конвертрейта и атаку пчела, а с улитки суприм версия с конвертом и пыльцой. И вроде как я уже ничего особо в БСС не делал. Ну что-то баловался с ульем, дейли топу пытался занимать, трейдился время от времени. Короче, вся вот эта пчеловодская рутина, которая вам вообще ни к чему не сдалась. Пытался еще твинки прокачать, но быстро потерял в этом смысл. Хотя интересные приколы были. Как, например, этот чувак, который выкидывал мне дудлкабов за вот такой венок. Ну, либо он так рофлил, либо я жадный дебил и ничего в итоге не получил. Да и хер с ним. Через время я этот венок с другими приколами трейданул на шишку 1710. Люблю курить шишки. Будто цена венка эквивалентна цене шишки, так что ему тут добавлял, вопрос интересный. Вот куда, кстати, мой берет на 3 БФК ушел. Вот вам статы, сами проведите аналитику. Еще парочка мелких трейдов, довольно-таки жирный подарок от случайного игрока, которому я написал об оффере за колонну, который он мне отдал бесплатно. Огромное тебе спасибо. Ну и в целом все. По итогу мои амулеты из этих превратились в эти, а стикер-стак увеличился на десяток с лишним стикеров, что звучит приятно. Больше ловить в пчелах мне пока нечего, а потому я иду монтировать видос и дописывать свой диплом. Всем спасибо, увидимся в Бисмос. А как тут новичкам вообще развиваться, если их пиздят на каждом поле? Пошла нахуй. А где моя пчела реально? Она туда, где... А вон она. Ебать, она лазерами хуярит. Ну как же это ущербно сделано? Блядь, да что с ним? Не, а мне непонятно. Во-первых, почему это не банится? Во-вторых, ну, сколько сил вообще потрачено на это? Ну, как будто дохуя. Ну так хуёво все сделано. Но она еле... Ты как его ёбнул, блядь? Что она, блядь? Ебать. Так это буквально первый бисфарм. Может, начнем в это играть? Ай, какой контингент ты веселый, блядь. У тебя один человек вот так говна пожрала, а у меня недовольная этим. Пиздец. А, это Саня? А я... Да! Какой ник? Кьюти Эвилс. На, блядь! О! Саня, нам пизда.
Ебать, какая музяка! Батл пошел, сука. А вон летит, смотри. Я могу. Что летит, блядь? Вон, Ёб вон, твою прилетел. мать, Пошли туда. нахуй! А, мы не Да пойдем мы не туда. можем туда идти! Быстрее Манго! Быстрее, Саня, метка поймет! Что, Ты блядь? чё, охуел? Почему тебе нормальную пчелу какую-то дали? Сейчас запищу таракана этого. Ну что с ней, блядь? Почему ее шатает? Ёбаный рот. Да. Что за снеговик там слева? Ой, блядь. Сейчас блядь. Стоп, подожди. Я... Ну, я просто смотрю не туда, все, пчелам похуй, они не перерабатывают. А это кто, ты? Заебись. Заебись. Сань, пошли зомбокатрах. Что, блядь? Какого яичница просто, блядь? Падают бочки какие-то нахуй. Ледышки, блядь. О, как у меня. Кукурат да. беда какая-то. Как у меня, Дим. Блядь, значит, хуйня. Ковбой бир челлендж начали. Это как это рыбопати. Пиздишь, Дим. Ёбаный Блин. рот. Он второй раз, точнее, сюда возвращается. 6 левел, а я его буду бить? Ой, блядь. Хуй. Ну-ка, ждем. 500 меда. Заебись. Дима, мне меня чё дали? впечатлено. Пошел нахуй. А тебе сколько? Нисколько. А Я я не набил, говорю. чтобы мне награду дали. Чё ты говорил? Лошара. Ты говорил, что я завидовать буду, бля. Я только рад, что я Заебись, время не молча. въебал. Саня, я смотрю, охуевший, да? Тихо, Богдан, не говори, не говори, не говори. Я уже бегу. Чё там? Тише, Богдан. А чё Не тут? надо, а Итак, Бисмос. На деле мне еще год назад было интересно, каково это спидранить квесты в Бисмосе на прокачанном аккаунте. Веселого, к слову, мало. Видео на негативном заканчивать не буду, выговорюсь сейчас. Основная проблема даже не в том, что квесты похожи на предыдущие, тут наоборот проблема, что он это решил понтанулся и по традиции изменил некоторые пункты квеста в соответствии с новой добавленной механикой. На сей раз ею оказались лепестки. Прикольная механика, созданная для борьбы с макросом, чтобы игроки играли в Бисварм. Вместе с этим завезли еще АФК и тикер-воучеры, которые имеют ту же цель. АФК-воучер позволял не сидеть 24/7 в пчелах для роста плантеров, работы блендера и пряничного домика. То бишь заставлял работать все вышеперечисленное без присутствия игрока. Тикет-воучер можно использовать в качестве валюты для трейдов, что добавляет некой мотивации игрокам сражаться за топы в таблицах. Да понятное дело, это так не работает. Тикет-воучеры никому нахер не нужны. Новичкам их не будут продавать из-за отсутствия нормальных стикеров, а профессионалы накопили уже столько тикетов, сколько хватит, чтобы с десяток таких новичков прокормить. Да и сами тикеты не являются какой-то труднодоступной валютой. А это вообще должно было быть в игре изначально. Бесплатно. И без уродского ограничения в 24 часа. Да и вопрос в другом. Зачем? Люди стоят в макросе не из-за того, что у них мало пряников или предметов в блендере не крафтятся. У них фарма нет. Все бафы для нормального фарма набиваются в макросе. Сдохнуть можно самому этим заниматься. Тот же нектар адекватно не может фармиться на ранних этапах. В ультралайте возможно, но и то только до 4 нефуловых нектаров. Очевидно, легче запрячь свой компьютер, работать всю ночь и проснуться со всеми бафами. А лепестки, как я и говорил, сильно бафуют активную игру и что? Разведут игроки руками, что кто-то фармит больше и пойдут дальше пробегать пыльцевой марафон по полю. Лепестки никак этому не препятствуют. Еще и сделали с десяток возможных бустов, как у джеллибинов. На каждом поле доминируют свои лепестки, от множителя к конкретному цвету пыльцы к мертвой механике бомб. Можно уже было и просто обойтись 3 бафами на каждую пыльцу. Какая разница? Не, я забыл.
Квесты. Анет запихал их почти в каждый новый бисмосовский квест, где их надо фармить сотнями, а то и тысячами. Причем уделяют это каким-то максимально бесполезным лепесткам. Так мало того, их запихнули еще и в повторяющиеся квесты. В итоге непонятно, чего Анет хотел добиться таким обновлением. Какая-то странная попытка убийства АФК геймплея. Чтобы от такого избавиться, надо было изначально предотвращать подобные случаи. Да в конце концов пробафать синюю пыльцу. К чему существует бесполезная механика с разгрузкой шарика тайтпопером? Зачем нужны эти бафы? Это надо балансить, а не добавлять противовес в виде лепестков и прочей херни. Мне такой макрос геймплей никакого удовольствия не приносил. Но по-иному мне пришлось бы играть активно в раза 3 больше, чего я себе позволить не мог. Ладно, возвращаясь к квестам, никаких проблем они у меня не вызывали. Их всех, по словам игроков, облегчили. Выполняться они стали быстрее. Что это, блять? Какие нахуй 6000 токенов? Почему попытки что-то забалансить демонстрируются либо как невероятно тупое растягивание, либо как баф того, что трогать и не нужно было? Единственное, что принесло проблемы, это мои мучения в трейдхабе. Благо у моего друга чат был не заблокирован, и через него я общался с типами. Вообще, спасибо моему другу, точнее его аккаунту, чьи ресурсы ушли на общее благо. На палочника. Так что первые квесты я прошел быстренько. И остались, получаться, только Гамми, Медведь и Палочник. Стоит вспомнить, как я раньше готовился к бафам и как все у меня идеально протекало. И смотря сейчас на такое, я с таким пофигизмом еще никогда не фармил. Храм не выпал, x4 баф спал, смузи не юзал и при всем смог выфармить за один буст. Вспоминая, что было раньше... По остальным трудным квестам Хони Пчела закрылась быстро, Палочник пошел в жопу, остался только Бибир, которого смысла я не вижу проходить. Ничего стоящего не дает и скин на Каба не вышел. Ну и вроде как все. В остальном не вижу особого смысла что-то расписывать про этот бизнес. Будто бы мои планы должны были быть более грандиозными, но как-то лень. Поэтому поставил себе одну цель, по достижению которой, мне кажется, в игре больше делать нечего. Самый дорогой, самый сильный, самый... Не знаю, зачем я вам объясняю. То, что я мог по факту скрафтить в прошлом бисмосе, как раз таки в перерыве между ожиданием выхода квеста ББМа. Но все же диплом будто был важнее игры в пчел, поэтому идею я отложил. Да и мое минимальное желание контактировать с игроками не особо мотивировало заниматься данным плантером. По большей части из-за отсутствия команды, которую я пытался найти. Но тогда я и неопытный был, и людей достаточного уровня не было. Сейчас я не самый слабый игрок в синей пыльце, и можно скрывать свои таланты. Скрывать, блять, почему тут скрывать написано? После бисмосовских квестов я начал строить план по крафту плантера. Фармить грибы. Осталось найти команду. Скажу вам довольно очевидную истину. Если хотите что-то с кем-то фармить, то только с англоязычным комьюнити. Будем честны, за бугром комьюнити почти любой игры более обширной и постарше. Немного погуляв по интернету, я наткнулся на данный Discord сервер, который специализируется чисто на фарме грибов. У него есть прям 3 жирнющих плюса, из-за которых я его выбрал. Первый, это как раз таки то, что он специализируется на грибах. Второе, из-за своей активности существует отдельный канал, в котором все происходит моментально. Пишет человек, вы ему отвечаете, он кидает ссылку на сервер и вы фармите. До встречи с этим сервером я фармил с какими-то рут-челиками. Мы собирали команду, создавали отдельный чат в DS и договаривались каждый день в определенное время фармить грибы. Из-за разности в часовых поясах было тяжело собраться. Никто не инициировал фарм должным образом, все обходилось парочкой сообщений, которые все игнорировали. Ключевым событием стало то, что один из челов в итоге сам нафармил 25 терпов, из-за чего к нему начали возникать вопросы от других людей, которые, напомню, просто сидели большую часть АФК. Ну и по итогу я сказал ему спасибо за те небольшие фармы, которые мы устроили, и ливнул. А потом я нахожу этот сервер и тихонько радуюсь, что можно без СМС, регистрации и знакомств сразу приступить к делу. И третий плюс, что там все довольно жестко модерируется. Нахлебников, как и слабых игроков, вы никоим образом там не встретите. Если какой-то чел сделает лишнее движение в чате, его засрут, обоссут, а потом забанят. Сурово, но эффективно. Дабы не нарушать правила, я просто ждал, когда люди будут искать синее улья, отписался со своим драгоценным гидро и петал плантером, а дальше все как у всех. Раскуривается плантер, грибы прокачиваются, после все бегут в зону за 15 пчел, АК мету, и ты борешься с наплывом грибов и упадком FPS. Я фармил по одному разу в день, стараясь вырастить свои 2 бедных плантера. Ну и для того, чтобы не обжижиться, надо было, конечно, и бафы поддерживать. И в целом все, дальше только упорство, дегройство и ожидание.
По итогу я смог скрафтить этот несчастный поп. Гигантский кубок. Так символично. Из возможных следующих вариантов, чем можно заняться, я могу закрыть стикер-стак, перейти в красную пыльцу, фармить квесты полярного медведя, фармить квесты коричневого медведя, фармить квесты райли пчелы, фармить диски для диджитал пчелы, фармить мед на 21 левел улья. Вот только все, что я перечислил, имеет одну большую проблему. Это все бессмысленный гипермакс, который по логике должен был протекать параллельно с основной линейкой развития. Но из-за своей жуткой растянутости на это приходится выделять отдельное время. 500 глича дисков, либо 5000 или сколько там надо полярных вилок, не звучит как что-то адекватное, чем должен заниматься игрок. Безусловно, у меня есть небольшое желание всего этого достичь, но оно не перекрывает мои другие желания и обязанности по типу учебы. Пока что остановимся на этой точке прогресса. Можно, конечно, было хотя бы макро ставить, чтобы фармить ресурсы и мед, но я фиг знает, как к такому геймплею относиться. Поначалу играть было интересно, и макрос использовался только ночью, чтобы облегчить процесс. С каждым продвижением макросить приходилось все больше и больше, что в конце привело без иронии к двухнедельному макросу, беспрерывному. Мой друг и вовсе уже второй месяц стоит. Я только рад, когда в подобных играх разрешается такая практика. Никто не горит желанием заниматься рутиной для рутины, но когда игра играет в саму себя, теряется смысл. Ну, условия ты помнишь, да? Как мы в Бисфарм играем. Играешь, пока тебе скучно не станет. Ни в коем случае не выходишь раньше времени. Да, заходи ко мне. Я загружаюсь. Мне пришло уведомление о смерти. Вот он. Вступил на тропу Бисфарма. Условия в 200 тысяч просмотров было выполнено, теперь придется ковать пыльцу. Сука. Редкие кадры, блядь, с Винни-Пухом зашел в Бисфарм. Добро пожаловать в мир Бисфарма, полный чудес. Всем привет. Вы на канале Таракашка Нуб. С вами Нео и Андроид. Сегодня мы играем в Бисфарм Бисмус. Он вышел, получается, буквально вот минут 50 назад. Я нахожусь здесь уже часов 15 и думаю, можно начать уже играть в него со спалом. Хуя там, блядь, флеш пробежал. Где? Пока ты стоял АФК, уже 6 часов до конца Бисмуса. Осталось, тебе надо его успеть пройти полностью. А как это сделать? Ну вот ты занял улей, да? Ну теперь все, играй. Open the egg menu and drag an egg on the honey combo. Вот, да. Вот видишь, у тебя слева сверху менюшка, там яйцо нарисовано, вот нажми на него. Так. Вот, чё? у тебя там яйцо, перетащи его себе на улей. Блять. А как это сделать, подожди? Ну согласен, трудная механика освоения, не каждому дается с первого раза. Да, я лохую. О, тебе награду даже Блин. дали за это, собирай быстрее. What you got in me this year? Крампул. Он хочет меня, короче, медом напоить, блядь, чтобы я сдох, блядь, здесь. Ты первый человек, которому не насрать на сюжет Бисфармовал. Collects the pollen from the sunflower field. Вот, собирай. Где, вот где, по-твоему, здесь находится Sunflower Field? Ну, вот подсолнухи тут. Вот, все, собирай подсолнухи. Так, смотри, иди за мной. Твой самый первый стартовый магазин. Я не хочу уёбски шутить, как про, блядь, половину летсплееров, поэтому просто купи себе рюкзак последний. Что он убил? Я его впервые вижу. А то, что Блядь. ты в эту игру играешь 3 минуты, ничего тебя не смущает? Что ты за кассу встал? Блять, еще и в дверной проем врезал, ладно, все, ничего. Да я жирный просто слишком. Дэвид Блан играет в Бисфарм, блять. Я не могу упустить пчелу. Я могу в целом тебя подбустить чуть-чуть. Давай. Но пока ты должен сам развиться и понять весь дзен пчеловодства. Я как Моргенштерн. Эй, здорово, букашки, кто здесь главные пчеловод рашки? Ну ты квест, по квестам, смотри, у тебя же квест на санфлауэрах был, ты его выполнил? Я понял, там охрана стоит. Ну ты все, у тебя нужно 200 пульсов, у тебя инвентарь забьюсь. Ну тебе квест сдать надо, куда ты бежишь, блять? Блять, он сдается еще отдельно. Удивительно, нахуй, да? Ты же никогда не играл в игры, где квесты еще сдавать надо, NPC. Dandelion Field нужно. Данделион это что? Хуй знает. Одуванчики. Спасибо. Ты еще меня еще и подъебывать, да, собираешься за то, что ты слова не знаешь? Ну, давай мы немножко тебе жизнь покрасочнее сделаем. Вот, смотри, видишь, фиолетовые пятна появляются, вот просто под них вставай, и с них дроп падает, его лутать должен. Мгм.
Че, сколько у тебя меда получилось? 23 пока. 23 чего? Тысяч. Какую ты оценку Бисфарм поставишь? Затянула ли тебя игра? Ну, как видишь, я же планировал играть, 20 минут, полчаса, но не час. Видишь, затянуло, получается. Думаю, на это можно заканчивать и, не знаю, ставить макрос. Я это к тому, что главное, чтобы сама игра не была завязана только на макросе, как, например, любой нынешний АТД, в которых при каждом новом обновлении люди записывают макрос, фармят валюту беспрерывно сутками, чтобы открывать капсулы с новыми юнитами, вследствие чего башенная защита является не основной сутью игры, а скорее побочным этапом между фармом и открытием. Пчелам до такого, конечно, далеко, но конкретно на моем этапе сейчас такое прослеживается. Для перехода в красную пыльцу нужно много меда, ресурсов, биквипов, 250 выполненных квестов, в целом мед можно выжать с активного фарма и таким образом дойти хотя бы до пары квадриллиончиков. Ресурсы в больших количествах падают с ростков, их можно покупать и у игроков за стикер, сажать самому или устраивать спраут-пати. И параллельно со всем этим выполнять по несколько квестов ралли пчелы в день. А теперь забудьте и поймите, что все это можно сделать автономно, бесплатно и даже больше, чем надо. Отличия будут только в том, что вы сэкономите время, вряд ли вы упустите много экспириенса, не выфармив все вручную. Я так до бесконечности могу разгонять как Бисвор, макро, симулятор сам себя убивает, хотя это не так. Мне никто не мешает выключить натро макро и пойти пахать 10 тысяч гектаров пыльцы, но хотелось бы почти полного избавления от такой практики, чтобы не было лишнего соблазна. Полностью от макроса не избавиться, тут значительная часть механик от него зависит, но даже так остается большая часть аспектов, которые исправить можно. И у меня даже есть парочка идей. Полностью убрать это убогое ограничение на присутствие игрока для работы блендера, плантеров и домика. Последнее можно переделать под второй блендер, типа закидываешь ресурсы на пряники и он их печет. Предел в 24 часа тоже надо убрать. В ином случае легче уже просто поставить макрос, а не вспоминать каждый день, что надо заходить в пчел. Что тогда делать с оффлайн воучером? Можно добавить ему фичу, что долгосрочные бусты, то бишь нектары, блессинги шаров, часы и так далее, будут замораживаться. А вот сюда, кстати, отлично впишется ограничение в 24 часа, чтобы не мариновать бафы всю жизнь. Теперь можно не ставить макросы даже в синей пыльце, жить за счет активных бустов. Но бафнуть синюю пыльцу все же можно. Идея возникает лишь при просмотре на вот это. Зачем в синей пыльце бафы на хони токена? В этом может быть логика для белых, настакивать тайт блессинг и идти фармить, но подобным людям заниматься лень. Вместо этого можно сделать так, чтобы конверт волны от тайтпопера зависел от общего конверта игрока, плюс добавить еще какой-то свой множитель. И тогда не придется тратить 1/3 фарма на беготню кулю для разгрузки шара. Это только пара примеров для баланса. У всего этого могут быть свои нюансы и недоработки. Все это может довести до ума, но какие-то аспекты игры уже не то, что нельзя трогать, это может привести к полноценному скандалу. Как тот же полярный медведь. Качество равно количество, больше квестов, больше бафа на энергию, больше пчел фармят на поле, соответственно больше меда. Ну или, например, Вицус. Больше стингеров, больше активации пассивки, ну вы меня поняли. Стоять! Я, кстати, вот если Стоять! во время Бисмоса сидеть... Стоять! Да Богдан! завали еба! Фикс как минимум этих двух приколистов пройдет либо в обнулении труда тех, кто месяцами, если это можно так назвать, фармили ништяки, либо в диком нерфе, который может сильно даунгрейднуть фарм. Да и если подумать, надо ли вообще что-то делать с макросом в игре. Я не аналитик, чтобы говорить, сколько игре осталось жить, какой у нее онлайн и прочую статистику, но у меня прям лютое ощущение, что не надо без фарму вообще куда-то развиваться и улучшаться. Вспомните другие симуляторы, в которых обновы чуть ли не каждую неделю выходили. Все они загнулись из-за перегрузки и однотипности. Она в свою очередь выпускала не все сразу. Через сколько обновлений прошла игра, но ощущается так, что все нынче добавленное в игре было изначально. Просто многие очевидные вещи, как рейд боссов, второстепенную валюту, ачивки, ресурсы, экипировку. Ну, в общем, все, что приходит в голову на этапе создания игры, добавлялось по чуть-чуть, из-за чего интерес к игре не пропадал. Сейчас же добавить что-то новое интересное, да так, чтобы оно еще нормально вписывалось в игру, практически невозможно. Он это кончаются идеи, что доказывают добавленные блумы, схожие по механике с грибами. Будто только и остается, что раз в год добавлять бисмос и подкармливать плей с минорными обновлениями с ребалансом. Ибо любое лишнее движение влево или вправо может убить интерес к игре. Очевидно, в запасе еще есть недоработанная линейка квестов или обещанные невыпущенные предметы, но их добавят в крайнем случае, когда онлайн уже совсем будет плохо. В целом, мне кажется, что Бисфарм просто будет жить. Навряд ли игра умрет, ведь она сама убила все Roblox симуляторы. Вот и остается пчелам восседать на своем медовом троне, даже с такими
реально убивающими идею игры проблемами. В фиксе нет особой нужды. Люди фармят, те же макросники дают пассивный актив игре и продвигают ее, вследствие чего приходят новые игроки. На данный момент почти все, что я хотел сделать, я сделал. Бисмос проходить до конца мне жутко лень, особенно когда ББМ опять выходит в середине весны. Напоминаю, ивент зимний. Обещать ничего не буду. Я устал. Так что на данный момент с пчелами в плане контента я прощаюсь, а там посмотрим. В этом видео я выжил оставшийся, по моему мнению, максимум интересного контента. Тот же фарм плантера принес мне новый опыт и эмоции, если удесятерение фарма грибов можно таковым считать. А заняться чем-то таким или таким, интересным уже не кажется. Надеюсь, Анет что-то придумает, и игра станет живее, но, скорее всего, она продолжит проживать свои чудесные годы. И в конце концов, спокойно уйдет на покой через год, а может и 2, а может и 3, а может и вовсе не уйдет. Спасибо за просмотр. Удачи! Кстати, да, я думаю, вот, может помагросить просто побегать. В принципе, игра интересная, но я не хочу здесь фармить ни падла. Да все, не актер, блядь, я на своей фразе остановлю. Это я тут только за актером.